Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я покажу вам, что я делаю дома. Включайте субтитры, подписывайтесь, и мы начнем. Как вы знаете, я учительница, я преподаю русский язык, и я работаю онлайн, и я покажу вам свое рабочее место. Это мой home office. Это мой стол, на стуле я сижу. Смотрите, это мое рабочее место, мой стол, компьютер, цветок для красоты. Здесь я хочу повесить картину. Это я готовлюсь к уроку. Со студентом мы будем рассказывать историю и использовать эти стикеры как подсказки. Еще у меня есть наушники, это мышка, книги, я про них попозже расскажу. В столе есть ящик, давайте заглянем. Да, здесь беспорядок, но есть электронная книга, наушники, резинки, лаки, часы, бардак. Я очень люблю читать и очень люблю покупать книги. И здесь у меня несколько книг, которые я сейчас читаю. Иногда я занимаюсь йогой, поэтому у меня даже есть коврик для йоги. Он такого красивого, не знаю, красного цвета. И я очень люблю цветы. Еще один цветок есть у меня на столе. Вот, я за ними ухаживаю и поливаю их где-то через день. Здесь я провожу урок английского с ребенком. Сейчас буду обедать. Конечно, это не типичная русская еда, но такой вот домашний салат «Цезарь». Кормлю собаку. Буська, Буська. Приятного аппетита. Мы в России очень любим пить чай. Особенно, мне кажется, с лимоном. Когда я работаю, иногда я тоже беру с собой чай, но не всегда. Зависит от урока. С лимоном я тоже люблю. И у меня есть такая термокружка. Это не моя, это моей дочки, но она разрешает мне ей пользоваться. Сейчас заварю себе чай, положу лимон. Вы любите лимон? И некоторые кладут еще сахар, но я не люблю чай, я не пью чай с сахаром. Так, у меня есть такая подставка под чайные пакетики с кошками. Вот такой красивый получился чай. Это моя ванная комната. Здесь я чищу зубы. Это моя зубная щетка и моя зубная паста. Еще я здесь умываюсь, например, полотенце, и расчесываюсь. Для этого у меня есть расческа. Я всегда читаю, когда у меня есть свободное время. Чай готов, урок окончен, и я сейчас расскажу вам про книги, которые я читаю. Я очень люблю читать и читаю сразу несколько книг одновременно. Например, у меня есть книга на английском, это Дэн Браун. Я купила ее очень давно, купила ее в Италии, потом забыла про нее. Здесь даже вот такая закладка из музея сохранилась. Книга интересная. Дальше у меня есть книжка на французском. Я ее уже прочитала. И она
очень добрая, веселая. И если у вас плохое настроение, или вы просто любите добрые книги, я вам ее очень советую. Она есть на русском тоже. «Приключения маленького Николя». Еще у меня есть книга на русском, тоже очень мне нравится. Я даже ее 2 раза прочитала, потому что она интересная, и в ней есть несколько рецептов. Когда-нибудь я их попробую приготовить. И вот такая книга на итальянском. Она не адаптированная, но так как мой уровень А2, мне достаточно сложно ее читать. Я прочитала почти половину, но решила отложить ее. Вот, и выучить язык получше, и потом я прочитаю ее еще раз. Поэтому я купила другую. Вот, ее читать проще. Ну, я еще не начала. То есть она у меня в планах. Вот они ждут, ждут своего времени. Я уже говорила, что я очень люблю домашние растения. Например, у меня на подоконнике есть фиалка. Вот еще несколько цветов. Это лейка. Сейчас польем. Так, я поливаю цветок из лейки. И вот этот тоже сейчас польем из лейки. У меня здесь еще есть маленькая леечка. Это моя дочка помогает мне поливать цветы. А еще здесь есть музыкальная колонка, чтобы слушать музыку. Алиса, привет. Привет от старых штиблет. Так одна бабушка говорила, когда ей колонку настраивали. Утреннее шоу будем слушать. Алиса, стоп. Очень по-русски. А это мой вид из окна. Так, сейчас подвинем цветочек. У нас очень много высоких домов, но далеко вы можете видеть, это Волга. И в самом-самом конце это Жигулевские горы. Это календарь. В этом году я повесила календарь с Италии, потому что очень хочу туда поехать. И сегодня 1 мая. Нет, неправда. Неправда. Сегодня 2 мая. Нужно подвинуть дату. Так, сегодня 2 мая. Вот, спасибо, что были со мной.